Вот такое живописное утро встретило меня после первой ночевки в землянке. Такой густой туман, густой и высокий, и абсолютно чистое небо. Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. И вот настало утро после первой ночевки в землянке. Сейчас я расскажу свои впечатления о проведенной ночи. Во-первых, она была некомфортная. Не сказать, чтобы я замерз, но я абсолютно не выспался. Печка оказалась довольно прожорливой, и каждые 2 часа приходилось давать ей новую порцию дровишек. Даже тех, которые я заготовил, мне не хватило, и пришлось ночью выходить и принести еще несколько бревнышек. Вчера я решил не продолжать обкладывать печку камнем, потому что у меня закрались смутные сомнения по поводу ее эффективности и пожаробезопасности. Я решил протестировать ее в течение ночи, так как вечером, протопив ее уже какое-то время, попробовал этот столб. Он был такой достаточно горячий. И я посмотрел справочники в интернете, температуры, при которых воспламеняются те или иные древесины. Так вот, у дуба температура воспламенения около 900 градусов. А на ощупь, в принципе, столб этот можно было без проблем держать рукой, поэтому там было не более 60 градусов, может и меньше. Поэтому если там проложить опять же эту минеральную вату, то я думаю, никакой проблемы не будет, все будет нормально. Ну а по поводу теплоотдачи этой печки, ночью максимальная температура у меня нагрелась до плюс 16, а на улице было на тот момент около минус 6, а под утро даже минус 7 градусов. Но если учесть, что у нас нету двух стен, нету дверей, и вот такая вот вентиляция сплошным образом, вот она везде идет. Еще вот такая. Это вчера вечером не сильно было заметно, потому что уже темнело. И не сильно так свет проникал, как сейчас все видно, все эти щели. Я думаю, что эта печка вполне имеет право на существование, если законопатить все эти щели, поставить двери и стены, то она будет отлично работать. Эта печка меня полностью устраивает. Единственное, что я хочу сделать, это добавить сюда еще один слой камней, потому как эти камни очень быстро и до большой температуры нагреваются. И можно, добавив еще один слой, увеличить ее теплоемкость и тем самым уменьшить периодичность топки печи. В процессе работы у меня осталось очень много вот таких отходов, которые в принципе никуда, кроме как на дрова, не пойдут. Я их решил использовать, сделав вот такую вот упорную стену, для того, чтобы засыпать землей в уровень с крышей полностью всю землянку для лучшей теплоизоляции. Потому что после сегодняшней ночи я понимаю, что нужно максимально утепляться, пока спать некомфортно. Я думаю, что если поставить нормальные деревянные двери и законопатить все щели и отверстия, то даже не засыпанная землей землянка вполне нормально будет держать температуру. Потому что сегодня ночью было минус 6, минус 7 градусов, а печка вполне справлялась и давала 15-16 градусов температуры даже не на максимальных режимах. Поэтому я уверен, что закрыв все ненужные отверстия, эта печка будет работать на самом небольшом режиме и будет комфортная температура. Поэтому ее оставляю. И первым делом буду заниматься дверьми. Их нужно сделать в ближайшее время, потому что через этот баннер очень сильно сквозило со всех щелей. Вот такой небольшой ролик сегодня получился. Это дополнение ко вчерашнему, там где я впервые провел ночь в землянке. Ну а сегодня я рассказал о своих впечатлениях. Так что на этом прощаюсь. Всем спасибо, кто меня смотрит. До встречи в следующих видео.
Пока.